Посмотрите, что у нас есть. Переноска. В общем, сегодня в нашей семье будет пополнение. Мы едем за котиком. Все потом вам покажем и расскажем. Очень рады. Она такая сейчас заспана. Я ее вам очень быстренько покажу и пойду. И я ее обратно в ее домик положу. Вот это Луночка. Знакомьтесь, это Луна с ударением на У. Такая сладенькая, хорошая котечка. Ей месяц плюс. Все, давай. Лайк обязательно Луночке, да? Лайк. О, ты такая сонливая, бусечка. Все, отправляем ее спадки дальше. Ну все, рассказываю. Вообще мы с Юрой вдвоем очень любим котиков. И у наших мам есть котики. И нам они всегда нравились больше, чем собаки. Поэтому мы, в принципе, всегда знали, что у нас будет котик. Был только вопрос, где его взять, в Беларуси, в Польше и в какое именно время. Сейчас мы в Бресте, в Беларуси. У нас сейчас, так скажем, каникулы дома. Мы сейчас отдыхаем. Я сейчас восполняю силами здесь дома. И все же в Беларуси котики, они больше нуждаются в помощи, потому что, если кто не знал, то в Польше все приюты вроде бы как государственные, то есть им отправляются налоги, и вот на вот эти все суммы их там уже, получается, содержат. В Беларуси, к сожалению, нету такого, и у нас очень много бездомных котиков на улицах и в приютах. У нас есть приюты, но они, получаются, частные. И я думаю, что там обычно люди занимаются этим в минус, то есть у них просто как волонтерство. Вот, поэтому было принято решение взять именно здесь сейчас котика. Мы уже и так долго откладывали этот момент, поэтому мы думаем, что все, что нужно жить уже сейчас. И, в общем, мы вот решили, что мы будем брать котика. Где мы искали? В общем, есть группы приюта, там есть разные котики, собачки, и можно там отыскать верного друга именно там. И еще есть сайты, типа вот как OLX в Польше, вот тут есть такой Куфор сайт. Там тоже есть очень много всяких объявлений из приютов котики, и просто так идут люди с рук. В общем, там Луну мы вот взяли с Куфора, с рук. Вот, отдавал парень, у него было 2 девочки-кошечки, ну, 2 девочки, 2 котенка девочек, и было еще, наверное, 4 мальчика, вот. Изначально мы не могли определиться, какого нам взять котика. Были там и рыжие всякие очень миленькие, и серенькая вот эта Луна наша сейчас, и беленькие были. Просто всех так жалко, всех просто взять хотелось, но ты понимаешь, что в принципе ты можешь спасти хотя бы одну жизнь. И, в общем, мы не могли определиться. Из 3 таких вариантов там была девочка рыжая. Ой, кстати, я уже об этом, я думаю, говорить буду. Ну ладно, я вставлю. Рассказываю. Сейчас это будет вкратце, потому что уже я не первый раз рассказываю. Так, Юра, давай сделаем так, чтобы ты тоже был виден. Так, стараться нужно ехать не быстро, чтобы нафиг эта штука не упала. В общем, мы хотели взять девочку-котенка. Искали, ну я искала в различных
правах типа группы приюта, где были разные классные котики, и получается еще на сайте Куфар. И нам очень понравилась одна такая девочка, она была просто очень-очень миленькая. И мы думаем, так, мы пока брать не будем, сначала купим все, что нужно для котика. Переноска, домик, корм, лоток, игрушки и все вот это. А как только все было уже куплено, мы думаем такие, ну все, сейчас как позвоним и точно заберем эту кошечку. Мы же думали, что кто вообще берет бездомных котиков. Но нам потом сообщили, что уже как 2 недели это объявление не актуально. Сказать, что я была расстроена, это не сказать ничего. Я прям плакала даже. Юра, что скажешь? Я тоже расстроился. Вот. Но мы были очень рады, что уже у нее уже дом есть. Да, Юра? Да. Вот, это классно. И, короче, наши поиски так не увенчались успехом. И пришлось заново искать. И, в общем, у нас появилось таких 3 прям варианта. Это рыжая девочка, очень такая миленькая. Это девочка бело-серенькая. И девочка такая еще была беленькая, просто с глазками очень милыми. И мы не могли определиться, кто же все-таки наша кошечка, наш ребенок. О, смотри, польский номер. Вот. И, в общем, мы просто ждали пару дней, а потом мы поехали к нашим друзьям в Слоним. Поэтому мы тоже не брали котика до этой поездки, потому что не хотели, чтобы она оставалась дома, да, там еще день-два, понятное дело, вот. И вот в этой поездке уже потом утром я смотрю, а из этих 3 котиков осталось только одно объявление. То есть мы думали, кого же нам взять, а выбор по итогу сделался за нас, да? Да. Вот. И сейчас мы едем за бело-серой кошечкой, котенком. Вот так и все, в принципе, определилось. Мне, в принципе, она тоже больше всех нравилась, но все же мне было ужасно сложно принять решение, потому что, ну вот, их так всех жалко, их так много, и всех спасти хочется. Но ты понимаешь, что нужно спасти хотя бы одну душу только. Вот. Поэтому сейчас мы вот тут едем, там у нас стоит переноска, я вам уже показывала, такая типа серенькая. И сейчас мы едем за нашим ребенком. Юра, ты рад стать папой? Конечно. Скажи. Да? Конечно. Очень рад. Вот, да. Поэтому ждем с нетерпением и все вам потом покажем. Рады. На самом деле так это интересно. Чувствуешь прям огромную такую ответственность, потому что придется ее тоже и в Польшу брать, с нами ездить и все такое. В общем, рады, волнуемся и рады. Все, я думаю, что все будет хорошо. Мы поехали в воскресенье, ее, получается, забирать. Мы забрали это чудо. Такая пуська, посмотрите. И такая приятная, она такая пушистенькая, оказывается. Все, у нее уже есть имя. Она Луна. Смотрит, как Юрка водит. Луна! Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Боже, какая она милая. Все, сейчас едем к ветеринару. Ей сделаем паспорт. Международный, конечно же. Прелесть, такая бусечка. Ой. Я вообще не верю, что это наша чудик наш. Такая же милашка, которая у меня сидит на коленочках.
забрали ее. Потом мы поехали к ветеринару, но там была очередь, поэтому нас уже потом на завтра, на понедельник записали. Вот, и в общем, вот мы с ней сюда приехали, и было очень интересно. Так, первые вылазки. Так мяукала в машине, вы не представляете, так хотела вылезти, а сейчас прям замолкла, видишь, тихо, еле-еле выходит, боится. Конечно, ей месяц с половиной. Юра. Ну что, иди гладь. Балдеж. Луна. Ну что? Первые шаги в новом месте. Юрка довольный, улыбается такой. Опа, столько новых мест, скажи, где можно спрятаться от нас, пока первое время. Так, показываем домик. И что он дальше? Идет дальше? Вот такой купили домик. У нас есть еще игрушки. Вот такие игрушки. Мячик. Такая штукенция. Ты, Буся. Все. Плакать больше дома не надо. Вот столько есть игрушек всяких. Это, кстати, мяты есть. Можно тоже распылить. Вот мячик. Мячик есть. И есть вот мышки, игрушки. Такие. Игрушки есть лунные. Прелесть. Ножки зашли, да? Особенно это маленькая сейчас. Такая же игрулька, ну. Было очень интересно, было очень волнительно. Я опять убедилась в том, что все же котик — это огромная прям ответственность, серьезная ответственность. И что это непросто. Вот. У нас, что тем более котенок месяц плюс, то она вообще малышка. Я уже только потом в интернете прочитала, что лучше брать все же 2-3 месяца. Но вот так вышло, не знаю, уже 2 месяца. Вот. И, в общем, она мяукала дома, ей было так изначально не очень комфортно, но в целом, я думаю, она очень быстро адаптировалась, и сейчас она уже и в лоток у нас отлично ходит и играется. Вообще, конечно, котик — это очень прикольно. Но есть один еще нюанс, что она, из-за того, что она такая еще маленькая, она озорная, она очень активная, то ночью, короче, спать есть нюансы. Ты вот спишь, а потом она мяукает в туалете, что, мол, типа, иди выкини мои какашки. Ты встаешь, идешь, убираешь. И вот она уже все, она сходила в туалет, и она такая прям активная, и все, начинает играться с руками, с ногами, нам тут с Юрой на голову прыгать, и все вот это. Ты ей, конечно же, даешь ее игрушки, что вот Луночка, у тебя есть мышка, у тебя есть вот это все. Ой, мяукает. Вот, у тебя есть все вот эти игрушечки, иди давай играйся. Но она так немножко там мяукает, ночью играется, а
потом она уже устала и тоже спит уже с нами здесь или на кровати спит, или вот в домике. Она, кстати, в этот домик уже очень прям оприходовала, ей он очень нравится. И снизу спать, и вот там, где получается второй ярус. В общем, что из такого интересного? Как мы сегодня давали ей таблетку глистов, вот это, конечно, было реально жестко. Так, косучки. Хочешь? Спанчика. Не, скажи, мне этого не надо. Кушаем мы пока такое Royal Canin Gastrointestinal Kitten. Вот такую штучку. Ёбка. Луна. Такая у нас таблетка. У нас, короче, одна есть таблеточка, но поскольку Луна весит всего лишь 0,5 килограмм, поэтому ей нужна половина таблетки. Так, тут какие-то, кстати, такие наклейки есть. Вот. Одна таблетка, мы ее, получается, разделим на половинку, и нужно ей будет ее как-то дать. Я думаю, что это будет непросто. Посмотрим. Двумя пальцами. Давишь Как? на уголки у рта. Нет, не так. Давишь на уголки рта. Ну, я же тебе сказал. Вот так, да. Вот и Давай, всё. давай, И потом давай. держишь. Давай, Держи голову. Держи ты, я же держу ее. Ну, Как мне голову держать? ну вот держи, Всё, чтобы она пасть уже- ее закрывалась. Выкинула она уже. Ну, О, вот она сбоку торчит. ну, я же тебе говорю, ты засовываешь и держи пасть. А, я поняла, давай. Блин, это сложно. Так, и держим пасть. Вот. Держи пасть. Что там она? Села, нет? Не поняла. Нет. Блин, ей так еще сложно. Ты, короче, ей вот жмешь здесь, она открывает пасть, вот пасть, и ты берешь ей, вкидываешь эту таблетку, и ты так закрываешь ей рот и делаешь все, чтобы она проглотила. А эта жопа прям такая хитрая, просто брала и делала так. Она просто выплевывала. И, короче, это было ужасно сложно. Вот, мне чуть руки поцарапала. Это был вообще ужасный челлендж. Она все никак не хотела глотать эту дебильную таблетку. Короче, у меня теперь руки поцарапаны. Ну, конечно, нормально. Это было очень сложно, Юра. Да? Она просто не хотела глотать Конечно, таблетку вообще. Конечно. Я вообще не поняла, мы ей дали хоть нормально таблетки это или нет. Да, это, короче, непросто. Видишь, что ты сделала, жопка? Ну, у нее такой стресс был. Ну, конечно, я Маленькая. подмешать. В следующий раз подмешаем просто. Но это все мелочи. Самое главное, что мы дали ей таблетку от глистов. Такой стресс испытала ты, Луночка, маленькая, бозички. Так пищала, так вообще. Да, я вам тут уже вот эту руку показывала. И вот на правой руке вот тоже вот оказывается. Вот тут есть сбоку вот такие царапины. Ну, я думаю, что, в принципе, бывает это у многих, у кого есть маленькие котики. Ей вообще месяц с чем-то. Ой, да. Так и живем. Вот такая грудка, ей этот стол очень нравится с ним играться. А еще врач-ветеринар нам сказал, что может быть Луна это метис, что у нее, скорее всего, мама шотландская, вот, ну или папа, мама или папа обычный котичек. Ну что ты, посиди, мяучка такая, мяука, Луночка, красивенькая, вот. Поэтому
может быть, она у нас полупородистая, но это не точно, Ну все, иди играйся дальше. Сейчас будет, наверное, вымываться. В общем, что еще можно здесь такого интересного рассказать? Все вот эти игрушки, что у нас есть, домик, все вот это мы взяли на сайте и на Вайлдберрисе, а что-то взяли на Озоне. Сейчас будет тоже такой мини-обзорчик на все вот эти вещи. Кто пришел? Я готова. Ой, иди встречай. Положи хоть она на пол. Луночка тебя встречает. Такая маленькая. Вообще маленькая. Приколюшно, что дома ждет кто-то, да? Да. Вообще, очень прикольно, что дома ждет кто-то. Я сейчас тут сделаю мини еще обзор на ее игрушки. Переноска, кстати, очень классная, очень удобная. Взяли ее, наверное, на Вайлдберрисе, да, Юр? Вот такая серая, довольно большая, вместительная. Тут, кстати, есть тут есть такое окошко, раз. Тут есть окошко тоже два. И вот тут есть окошко. И вот здесь тоже. Так, тут такая есть классная, внутри белая такая подстилочка. Я вообще не знаю, видно или нет. Вот такая. Очень мягкая, прикольная. В общем, нам очень понравилась эта переноска. Мы уже опробовали. И вот здесь, кстати, еще есть такой кармашек. Туда можно что-то класть для котика. Классная. Рекомендую. Покажу еще так переноску. Вот, она такая удобная переноска серого цвета. Очень классная. И вот такая, да, вот подстилочка. Есть такая. Вообще классно. Мне кажется, очень эргономично. Мы вот так и носим. Вот тут вот так ставится. Вторую ручку тоже сюда кладешь. Все это запечатываешь, короче. И вот так просто ходишь. По поводу игрушек. Был тоже на Вайлдберрисе вроде бы такой набор игрушек. Здесь есть вот такая штукенция, чтобы играться. Какие тут мышки. Так, ну, конечно, такие уже все грязные, уже тут валялись где-то. Вот такая есть мышечка. Мячик. Обычный мячик играться. И есть вот мышь побольше. Мышь есть побольше. Есть еще прямо копия вот этой мышки, есть еще мячик. Они просто здесь где-то лежат, фиг знает уже. Луночка играется ими. И, кстати, да, она тут еще всякое новое что-то ищет, что тут осталось в квартире от предыдущих хозяев. Вот, это что касается игрушек. Купили вот такой тоже ее домик, такой красивый. Ой, кто такой сладкий играется? Был вот такой вырез, получается, котика, и был просто круглый. Мы взяли вот такой. Тоже оставлю ссылку на Вайлдберрис, на эту, домик этот. Она, кстати, и с этой штучкой тоже отлично стала играться. Так, мяукает. А еще она, кстати, играется с зеркалом. Тут такой шкаф, купе. Ну, там, гардеробная, так скажем. И вот это я, всем привет. И она, короче, видит здесь себя и сама с собой играется, да? Да, Луночка, да? Да, Луночка, да? Да, Луночка. Буська. Смотри, кто это? Кто это, Луна? Смотри. Кто это такая Луна? Луна? Смотри, ой. В общем, она так любит играться. Она, короче, играется сама с собой. Что касается мисочек, вот такой у нас есть под воду. Вот еще такую взяли штучку под эти мисочки, чтобы ничего тут не расплескалось.
такая есть подкорм сухой. Это вот такая еще есть подкорм влажный. Так, ее нужно, кстати, сейчас сразу замыть, а то она грязная. Вот, мы все помоем сейчас. Корм она сейчас кушает вот такой Royal Canin. Гастро, вот такой, короче, для котиков. Нам это врач сказал. И сухой корм пока используем Pro Balance для котиков. Что? Что, ёбка? Что, моя хорошая? Проголодалась? Вот такой простой лоток. Он у нас, конечно же, есть с решеткой, но ей не понравилась решеткой, поэтому пока вот так. Это древесный, получается, наполнитель. Тоже брали или на Озоне, или на Вайлдберрисе, где-то так. И тут еще такая была в подарок. Такая штучка. Кстати, какая милая лапка. Вот. Но у нее, конечно же, самые любимые игрушки. Вот типа вот тряпка, какая-то губка, которую она вот здесь у нас есть полочка. И она, короче, оттуда снизу всякие интересные вещи обычно находит. Смотрите, я без понятия, это вообще видно на камере или нет, но тут такое сидит маленькое чудо. Она реально очень маленькая, она очень маленькая. Малютка такая, что мы вообще боялись ее ночью просто раздавить в кровати. Ну все, халясё. Все халясё, да? Да. Я себя прям ощущала реально мамой, и сейчас ощущаю мамой, что вот ты спишь, и ты где-то там услышишь, что она мяукает, и все. И я сразу встала, такая, так, что? Где она тут? Ага, хорошо. Туалет там, кушать, еще что-то. Прям, я, кстати, думаю, что это прям отличная такая история. Перед тем, как думать про ребеночка, потому что я тоже такой ребеночек. Опа! А сейчас? Жопка видна? Видно. В общем, такая очень интересная история. Очень, конечно, классно иметь котика. Сейчас она ходит в сутки в туалет, может, раз 5 минимум. Что еще такого нам сказал врач? Кстати, мы узнавали еще про, получается, чип. Для того, чтобы ее брать там за границу в Польшу, нам, конечно же, нужно было обязательно, чтобы у Луночки был паспорт, чтобы у нее были все нужные прививки, чтобы у нее был чип. И вещь такая еще интересная, что чип обычно ставят сейчас до прививки от бешенства для того, чтобы прям удостовериться, что это реальный вот этот котик, потому что может кто-то принести похожего котика и типа сделать ему прививку от бешенства. Вот, поэтому все сейчас, конечно же, строго с этим. Что еще? Ну что, маленькая, малютка. День рождения, я думаю, что у Луночки где-то 1 августа, то есть ей сейчас где-то 6 недель всего лишь. Представляете? Такая она вообще маленькая. Я даже не знаю, что еще можно рассказать, потому что уже все я, в принципе, рассказала, как мы с Юрой стали, скажем так, родителями. Кота-родителями. Я жду, чтобы уже Луночке исполнилось 2 месяца. Я думаю, что ей уже проще будет. Она уже вес поднаберет, она уже еще лучше адаптируется. Вот. И все будет супер-пупер. Всем реально знать нужно, что котик — это прям огромная ответственность, и я это сейчас ощутила. Мне казалось, что это проще, но это просто самые вот эти типа дни первые, месяц первый сложнее, потому что нужно к лотку приучить, ну вот к новому, да.
Получается, нужно новые там ей организовать кормежку, ой, божечки, корм, там, воду, чтобы она там кушала правильно, чтобы у нее игрушечки были, чтобы она игралась постоянно. Но, конечно же, не пальцами, руками я ей вот это делать запрещаю. У нее есть свои игрушечки. Так мы играемся. Такие мы игрульки устраиваем. Ой, такая она активная сейчас. Ой, бубочка. Так, еще вам одну вещь не рассказала про имя. Луна, как мы это имя с Юрой выбрали, все очень просто. Мы были у наших друзей в доме в Слониме, и мы им говорили о том, что вот думаем взять котика и серого, вот, скорее всего, и нам просто сказала там Алена, девушка там, что, мол, сейчас есть такое имя Луна, и оно очень популярное у сереньких котиков. И мы с Юрой переглянулись, да, Юра? Да. И типа... Отличное имя. Отличное имя нам подходит. Все вот так было очень просто. И мы, кстати, реально не слышали, что вот это имя прям очень популярное. Но сейчас вот я тоже сейчас всякие ролики щелкала в интернете по поводу вот типа там новых котиков. И имя реально очень популярное, что у многих девочки, кошечки, это Луна, ой, Такуска. Вот. Поэтому вот история, получается, имени нашей кошечки. И еще хочу снять Юру, чтобы он вам тоже что-нибудь рассказал по поводу вообще Луны, по поводу котика, что он сам чувствует. И вот, я не знаю, не пожалел ли он, что мы взяли Луночку или как. Ну, а так вообще интересно, что Юра думает. Можно кратко? Я, конечно, не пожалел. Я всегда любил котиков, люблю, всегда хотел. Все, не было возможности. Можно только еще говорить немножко громче, потому что тут шумно. Всегда, говорю, любил котиков Да. и люблю. И всегда хотел себе. И как-то мы взяли с Аней и Мия. Ну, он сейчас с ума, я об Мамы, этом и говорила. тоже хотелось себе всегда, и в Польше Да. было. Хотелось всегда взять. Наконец-то удалось. Да. Я очень рад. Луна прикольная. Кошечка Да. маленькая такая, игривая, веселая. Прям как реальный малыш, да? Да. Плачет там, кушает, вот это все убирать нужно. В общем, у нас сейчас прям интересный период жизни. Мы сейчас стали, да, такими мамами и папами. И вот интересные ощущения, новые. Ну, да? Да. В общем, вот так. Вот у нее такая шерстка, такая серенькая. Вот тут смотрите, какой у нее полосатый животик. Это просто вообще милота-милота. В общем, я думаю, что на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно ставьте пальчики вверх этой милой девочке. Луночки, Луночки. Да? Ты хорошая, злая. Солнышко, золотце. Ставьте ей обязательно лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. А мы пойдем играться дальше. Пойдем играться, пойдем. Пойдем. Скажи, мне все равно интереснее твои пальцы, чем эти игрушки. Ладно, ты просто внимание хочешь, внимание. Вот так. Все, всем пока-пока. Девочки, на нас напали. Ой, ты что, напали на нас? Друзья дорогие, сейчас сижу, монтирую данный ролик в декабре.
А вообще снимался он в сентябре. И Луночке в то время было чуть больше месяца. И сейчас, как вы понимаете, ей 4,5 месяца, и она вообще стала такая большая. Вот она сзади. Я ее сейчас сниму. Но вот так она изменилась. Пока я монтировала ролик, она уже успела вырасти и стать вот такой красивой кошечкой. Вот такая красивая кошечка. Уже, скажите, вообще большая по сравнению с той Луночкой, которая была. Сейчас мы ее погладим. Анюшка помурлыкает. Это такой у нее хвост пушистый. Смотрите, ребята. Как думаете, у Луночки есть порода или нет? Я думаю, что она какая-то смешанная. И мне кажется, она похожа на сибирскую. Особенно сейчас. У нее такой хвост, такой пушистый и длинный хвостик. Вот такая она солнышко стала. Вот такая взрослая Луночка. Мурлыкает, кстати. Друзья дорогие, хотела вам еще показать уже Луночку проснувшуюся. Она, конечно, может быть не в духе, но вот она и так выглядит. Вот такая она взрослая девочка. Ей скоро будет в конце месяца 5 месяцев. Взрослая уже. Ты такая взрослая, да? Люня. Ладно, все. Отпускаю ребенка. Отпускаю тебя. Ну вот она такая. Все. Беги жить свою классную котячью жизнь, да?